Привет, я доктор Берг. Обсудим, что лучше – выжимать сок или взбивать в блендере. Когда лучше одно, а когда другое? Выжатый сок очень хорош при хронических состояниях, например, при восстановлении после химиотерапии или какого-то заболевания. Выжатые соки очень удобны, ведь можно взять много овощей и зелени и легко их, так сказать, выпить. Проблема в том, что без фруктов овощные соки пить трудно. Если же добавить фрукты, яблоки, груши и прочее, у вас подскочит сахар. Даже в морковном соке много сахара. В результате подскочит инсулин, а это плохо. Но я рекомендую выжимать соки при хронических проблемах со здоровьем. Для большинства людей лучше подойдет блендер, потому что тогда в ход идет весь продукт. Можно взять овощи и взбить их в блендере, скажем, с небольшим количеством ягод. В этой смеси будет вся клетчатка, которая смягчает инсулиновую реакцию. Клетчатка не дает инсулину подскочить. Клетчатка даст пищу бактериям, микрофлоре, сотни триллионов бактерий, живущих в кишечнике. Нет, думаю, даже их там 1000 триллионов. Сотня триллионов клеток и 1000 триллионов бактерий растут и снаружи, и внутри. Бактерии в кишечнике питаются клетчаткой. Их лучше накормить клетчаткой из овощей, а не из отрубей. Это очень поможет их накормить. Для большинства людей так будет лучше. Лично я кладу в блендер мой любимый овощ — капусту кейл. В ней много витамина А и полезных для печени фитонутриентов. Лично мне нравится вот такая темно-зеленая, органическая. Я ее замораживаю, так она хранится дольше. Она уже мытая и резаная, очень удобно. Еще мне нравятся замороженные небольшие порции петрушки. Петрушка на вкус очень горькая. Любопытно, что оба эти продукта — это гарниры, но как гарниры их никто не ест. Петрушку надо сочетать со свеклой, и тогда будет замечательный шейк с резким вкусом, богатый витамином А и фитонутриентами. Он полезен для глаз, для печени, помогает сжигать жир, устранять жир вокруг печени. Лично я не стараюсь похудеть. Лично я засыпаю в шейк органические ягоды, примерно стакан вот этой смеси. У некоторых людей ягоды могут замедлить похудение, но это если метаболизм очень медленный, а для большинства людей не будет никакой проблемы, если добавить в шейк стакан ягод. Просто чтобы вкус был не такой резкий. Еще я добавляю лимонный сок. Мне нравится Italian Volcano. Почему? Потому что деревья растут на вулканической почве в Италии. Это потрясающий лимонный сок. Я добавляю в шейк примерно 60 мл сока. Зачем? Потому что лимонный сок предотвращает камни в почках. Добавлять его в шейк не обязательно, просто мне нравится его вкус. Мне нравятся цитрусовые нотки в шейке, плюс защита от камней. Еще я добавляю чайную ложку концентрата сока витграсса в порошке. Этот порошок дополнительно усиливает мой шейк кое-какими полезными свойствами. Да, тут есть витамины, микроэлементы и хлорофилл. Но у сока витграсса есть одна особенность. В нем имеется уникальный фактор. Я имею в виду фактор роста. Это не значит, что от него растут. В основном он полезен для кожи. Он хорошо заживляет. Его использовали для лечения ожогов. Витграсс помогает коже исцелиться, оказывает восстанавливающее действие на кожу, также на внутреннюю кожу. При синдроме раздраженного кишечника, при язве желудка он очень хорошо помогает. Иногда он помогает даже при проказе, язвах на коже и диабетических язвах на ногах. Хорошо помогает заживлению много чего. Для коллагена и общей пользы для здоровья. Поэтому я добавляю его в свои шейки, ради этого тоже, чайную ложку, и взбиваю все в блендере. В результате получаются 2 таких банки. Я выпиваю по одной за раз. Пью через большую такую соломинку. Выпиваю 1 банку сразу, а 2 ставлю в холодильник и выпиваю вечером. Я пью кейл-шейки, но не каждый день. Я пью их 2-3 раза в неделю. В остальные дни просто ем зелень или овощи. Вот так я получаю зелень. Если я выпиваю шейк, то зелень уже не ем.
Шейки хороши тем, что это удобно. Выпил, и мне хорошо, и печени. Если пропущу прием, мне уже не по себе. К тому же шейк насыщает тело влагой и, похоже, повышает уровень кислорода. Дышится легче, когда его выпьешь. Думаю, самое главное тут петрушка. Попробуйте мой рецепт и расскажите о результатах в комментариях. Надеюсь, вам понравилось видео. До новых встреч. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал. И до скорых встреч.